Всем добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Снова предлагаю обратиться к Луне. Сейчас она имеет невероятную силу, она на пике своей мощи. И можно просить все, что только пожелаете. Поэтому формулируем тему. Я попросила денег, я уже подготовилась, поставила сегодняшнюю дату, написала свое желание. Мое желание сегодня материальное. И засекла таймер на 2 минуты, разогрела нейронные связи свои и выписала первое, что приходит мне в голову на эту тему. Поэтому ставьте видео на паузу. Луна сейчас на самом пике. Сегодня просто невероятное суперлуние. Поэтому давайте этим воспользуемся. Находим на листе Луну. Это ночное светило, обычно очень такого яркого цвета. Почувствуйте эту луну. Посмотрите, какая она. Какая это луна, большая. Обратите внимание свое именно на луну. Вспомните, когда вы любовались ею. Какой большой она кажется, когда ты видишь ее на ночном небе. Я думаю, каждый из вас видел Луну, что казалось, только протяни руку, и ты достанешь до нее. Ощутите всю ее силу, попробуйте почувствовать, каково это быть в далеком космосе и быть самой Луной. Представляете, какой мощью, какой силой притяжения вы обладаете? Какой силой и мощью обладает Луна? Уделите внимание ей. Любое наше желание, любая наша цель начинается с того, что мы ее записываем. И, конечно же, с благодарности. Когда вы благодарны за то, что у вас уже есть, вы умножаете и привлекаете тем самым в свою жизнь то, чего у вас никогда не было, но что вы при этом очень-очень сильно желаете. Поэтому поблагодарите Луну, какую невероятную роль она играет в жизни каждого человека, в жизни нашей планеты. Мы всегда обращаемся к Луне за помощью. Когда Луна растет, мы просим у нее денег. И также, как и она, набирается силы, чтобы она вырастила наше благосостояние. Когда Луна полная, это невероятные мистические такие дни. Луна обладает колоссальной силой. Мы делаем огромное количество ритуалов. Мы делаем ритуалы для стабильного дохода, для внезапного получения прибыли. Когда же и так далее, соответственно, когда Луна убывает, мы очищаемся, и все это эмоционально на нас сказывается. Поэтому попробуйте почувствовать, вот если Луна сказывается на нас, поблагодарите ее, что вот сама Луна испытывает. Попробуйте, можно сказать, представить себя Луной на секундочку, да, где-то так, чтобы поблагодарить, как ярко она сверкает. Наблюдайте внимание о том, что вы чувствуете. Луна, она материальная, поэтому я попросила денег. Проведите линии нейрографические, как вам хочется. Увидьте силу распространения, увидьте силу Луны, ее мощь, как она располагается во Вселенной. Как она своими лучами наполняет нашу Вселенную, как она освещает путь каждому человеку, кто к ней обращается. Представьте сейчас этот далекий черный космос и посмотрите, как он начинает светиться, когда ночное светило
становится полным. Можете сразу округлять, наблюдайте, что вы чувствуете, что вы испытываете. У меня ком в горле стоит. Я уже много раз говорила о том, что мы в такие дни, как полнолуние, например, очень важно уделять внимание своим ощущениям, своим эмоциям и ни в коем случае не поддаваться какому-то негативному влиянию. Поэтому вот что-то у меня не досказалось сегодня, поэтому, видимо, я так себя сейчас и чувствую. Луна очень сильно влияет. И тем не менее, в это полнолуние станет возможным то, что казалось нереальным. Помимо этого, сегодня очень большой праздник, ведический Гуру Пурнима, праздник духовного учителя. Это считается священным праздником. Многие верят, что им повезет, и они встретят духовного наставника, который изменит их жизни. Поэтому в первую очередь в этот день мы с вами только благодарим. А после того, как мы поблагодарили, уже можно начинать просить. Это банальная история, как с отзывами. Всем известный сайт Яндекс. И я постоянно пишу отзывы. Причем не то, что плохие. У нас люди так устроены, что они любят писать отзывы только когда что-то не так. Так вот, я пишу отзывы всегда. У меня там отзывов 15 миллионов просмотров. Более 15 миллионов, там уже под 16. И как здорово. Причем негативных там, ну, пальцев одной руки меньше. Пальцев на одной руке будет меньше, чем моих негативных отзывов. Люди забывают благодарить, если что-то пошло хорошо. Да, я понимаю, люди делают свою работу, и вам, условно говоря, никто не аплодирует. Но от того, что вы скажете какую-то свою благодарность, вы улучшите свою карму, свою жизнь в первую очередь. Поэтому благодарим мы ни в коем случае не ожидая чего-то. И сегодня также очень важно поблагодарить искренне всех ваших учителей, которых вы встречали в своей жизни, которые помогли вам стать тем, кем вы являетесь. В этот момент кто-то может заплакать. Поблагодарить те ситуации, которые с вами в жизни произошли, за то, что вы их встретили. Что вы из них полезного извлекли для себя. Не уверена, что сейчас многие из вас не плачут, потому что такая достаточно проработка сильная. Тем не менее, благодарим и с благодарностью отпускаем. Кому очень нужно от чего-то избавиться. После наступления полнолуния, пожалуйста, самая простая практика. Выписываем все на лист бумаги и сжигаем. Сжигаем с благодарностью. Посмотрите, вот она, наша Луна. В целой Вселенной. В мире существует огромное количество вселенных. Посмотрите, может быть, вы где-то что-то видите, может быть, вы что-то где-то чувствуете, те ресурсы. Попробуйте ладошкой вот так вот провести над работой. Может быть, вам где-то что-то хочется.
какой-то ресурс увидеть, какую-то силу. Может быть, вы возможность какую-то нашли, что-то, что не видели, что не знали, что не узнали. Подышите, посмотрите, как вы стали ощущать себя после того, как нашли это. Вы увидите все то, что не видели до этого, потому что смотреть нужно из глубины своего сердца, в данном случае, да. Сердце, оно всегда вам подскажет правду. Видите, я просто дорисовала маленький кружочек здесь. Тоже что-то хорошее. Увидьте все эти свои возможности, свои ресурсы, свои благодарности. Вселенная, она безграничная, Луна находится в этой Вселенной. Именно поэтому мы сейчас нарисовали виновницу торжества, можно так сказать, нашу суперлуну, к которой мы всегда обращаемся. Дышите. Я сама себе это сейчас больше говорю, да, наверное, как-то так это правильнее прозвучит. Посмотрите, где еще какие ресурсы вы видите. Чем больше гармонии вы увидите, это значит, что она есть внутри вас уже. Вы сейчас создаете новые впечатления для того, чтобы улучшить свою жизнь. Может быть, какие-то идеи к вам появятся, какие-то инсайты, что-то произойдет для того, чтобы ваше желание реализовалось и реализовалось как можно скорее. Луна, она достаточно такая мягкая энергия, женская энергия. Луна считается матерью, а жемчуг — это камень Луны. Да, если вы хотите как-то стать мягче сами, да, девушкам, у которых жизнь заставила иметь мужской характер, носите браслеты из жемчуга, но обязательно заряжайте под Луной и просите помочь. Подумайте, может быть, еще где-то, может, вы что-то видите. На мой взгляд, у меня получается что-то вроде как мандалы какой-то. А еще очень сильно зачесалась левая рука, а это к деньгам. Какие слова, может быть, вы сейчас помните, какие вас слова удивили, когда вы писали, когда вы делали упражнения? Если кому-то удобнее рисовать без моего голоса, вы всегда можете читать субтитры и проговаривать. Общайтесь сами с собой, думайте, о чем вам это говорит, где вы что увидели. Вот видите, у меня здесь прям ресурс на ресурсе. Все поле, которое вокруг Луны, это наш социум, да, можно сказать. Но в данном контексте здесь именно это Вселенная. И посмотрите, во Вселенной сколько возможностей. Если расценивать это как социум, то да, именно социум, именно люди принесут мне то, что я желаю. Вот просто потому, что мне так хочется. Посмотрели, почувствовали. Я, когда задумывала эту работу, я не представляла, сколько их здесь будет, поэтому, если у вас меньше, ничего страшного. Ваша работа не должна быть похожа на мою. У вас ваша работа, у вас ваше желание, ваша цель. Сколько возможностей скрыто внутри вас, сколько возможностей, которые вы еще почему-то не видите. И во главе какой-то у меня кружочек тут еще образовался. Бесчисленное количество возможностей, ресурсов, доходов. Ведь моя цель — это материальное желание, материальный успех, финансовый успех. Дорогие мои зрители, дорогие мои подписчики, когда мы говорим о благодарности, я благодарю вас за просмотры, за ваши лайки, за ваши комментарии. Я все вижу, все читаю, я за все вас благодарю.
Я благодарю вас за все ваши благодарности и просто бесчисленное количество чашек кофе, которые поступают мне на карту. Я очень сильно тронута. Я уже это говорила, и еще раз повторюсь, когда я писала номер своей карты, да, и оставляла ссылку, я и представить не могла, насколько вы щедры. И я абсолютно уверена, что вам все вернется в тысячекратных, в 10-тысячекратных увеличенных размерах. Потому что благодарность — это великий множитель. Я за эти знания платила очень большие деньги, и я считаю неправильным продавать знания. Нет, я за продавать каким-то университетам. Но то, что сделает жизнь человека здесь, на этой планете, счастливой, не выживанием, а именно счастливой жизнью, мне кажется, продавать нельзя. Другой вопрос, что люди какие-то считают, что нельзя как бы это правильно сказать, люди не будут ценить, если не заплатят. Нет, поверьте мне, тот, кому это нужно, тот будет ценить абсолютно все. Так, я выбрала цвет, карандаши, точнее уже. Луна у меня будет желтый и светящийся, потому что мне так хочется. Моя планета, моя Луна, мой мир, моя Вселенная, моя работа. Делайте то, что вы хотите. Когда вы научитесь слышать себя, когда вы научитесь слышать себя, доверять себе, своему сердцу, перестанете перекладывать ответственность на других людей, вы станете очень-очень счастливыми. И посмотрите, как Луна свою силу посылает, как она распространяет свою энергию прям по всей Вселенной, по всей галактике. Вот знаете, здесь я уже убрала маркер, но я прям хочу его взять. Видите, здесь еще один. Я даже не представляю сейчас, о чем мне это говорить. Маленько промахнулась. Кто хочет, может, если у кого-то подобная ситуация возникла, можете листик доложить. Но поле оно безгранично, Вселенная безгранична, поэтому я оставлю все как есть. Понаблюдайте, что вы ощущаете, когда вы перешли к цвету, что с вами происходит. Посмотрите, какое здесь прям столпотворение. У меня везде ресурс, везде неимоверное количество энергии. И, простите, мне очень надо. Вы видите, я довожу даже меньше половины круга. Когда работаете с цветом, понаблюдайте. Может быть, вам какие-то идеи, инсайты придут. Видите те цвета, которые вам хочется. У меня зеленый всегда ассоциируется с деньгами. Зеленый и желтый. Точнее, желтый, я бы сказала, у меня ассоциируется с богатством, а конкретно с деньгами, деньги ассоциируются с зеленым.
Посмотрите, куда вы пошли для начала. Где вы? Почему здесь? Почему не здесь? Какой ресурс у вас вызывает больше эмоций, больше впечатлений? Обращайте внимание на все детали. Если какие-то идеи приходят вам в голову, все записывайте, потом все поймете. Наблюдайте за своими снами. Я думаю, что многие сегодня супер чувствительны. Я хочу красным луну еще выделить свою, потому что она главная, не красный, а оранжевый у меня взялся. Потому что она у нас виновница торжества, она у нас задает тон всей Вселенной. Огромное количество ресурсов, огромное количество денег. Я все-таки рисовала деньги и про источники своего дохода. Поэтому посмотрите, со всех сторон бесчисленное количество источников дохода. Оно есть, оно уже рядом со мной, оно меня ждет, оно меня ведет, и по Вселенной, в безграничном поле вариантов, возможностей, все это есть, уже заложено, я уже это вижу. Потому что если вы способны придумать что-то в своей голове, вы способны все это воплотить в своей жизни. Но изначально все создается только в голове. Для меня это очень неожиданные цвета, они какие-то все супер яркие для меня. Подумайте, о чем вам, может быть, говорят ваши цвета, которые вы выбрали. Вот тут вот видите, даже не 3, а 4 ресурса. Я даже не могу представить, про что они мне пока, настолько их много, как и идей в моей голове. Дышите, наблюдайте, расслабляйтесь, представляйте. Вам не нужно представлять путь для достижения ваших целей и желаний. Вам нужно видеть и чувствовать конечную цель. Что вы чувствуете, когда вы получите то, что вы желаете. Здесь с цветом можно работать сколько угодно, но я обещала вам не очень долго. Со мной всегда все быстро. Главное, успейте это сделать до наступления полнолуния. Если что, оставляйте это на следующее полнолуние. Добавляйте в закладки. В листы смотреть позже. Я очень хочу фиолетовый цвет взять как. Нет, не хочу фиолетовый, я хочу взять зеленый. Все, я придумала. И проведем линию поля, добавив энергии в свою работу. Она может быть заново создана, она может быть идти по уже существующим линиям. Почувствуйте тот комфорт, то спокойствие, к которому вы стремились, начиная эту работу, загадывая свое желание. Знаете, мне недостаточно того, что есть. Я хочу еще. И вот он прям выделился уже сам этот ресурс.
Огромное количество денег, что я могу сказать. Огромное количество денег, уверенность, спокойствие. Прям несколько раз я провела, прочувствовала этот ресурс. Округляем линии поля с фигурой фиксации. И наслаждаемся. Можно делать и не одну фигуру фиксации, но тогда раздрай будет. Если уверены, можете создать. Дышу, сижу, думаю, вот этот я, пожалуй, еще рискну. У меня не будет раздрая. Точнее, я умею хотеть все и сразу. Поэтому под свою ответственность. Если умеете, если еще что-то хочется, округляйте. Повторюсь, в это полнолуние станет возможным то, что казалось нереальным. Все зависит только от вас. Увидите все возможности, увидите все ресурсы, найдите себе то, за что вы благодарны, примите все уроки. Ну а я вас благодарю. Благодарю, что были со мной, благодарю за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем хорошего полнолуния. Пока!